И если вам нужно совет от кого-нибудь, кто может проебать все что угодно, есть маленькое правило: 20 минут. Отключила все гаджеты перед этим, и 20 минут все пошли в жопу. Я съела свою жабу, я на день охуенная. Привет-привет! Сегодня с вами Стими Джули и великий эксперт в сфере прокрастинации. Нашего бича современности — это «отложу на потом, на завтра». Итак, встречайте, эксперт в сфере прокрастинации Стими Джули. Браво! Да, браво! Правильно, это тоже я. И если вам нужно совет от кого-нибудь, кто может проебать все что угодно, все сроки, все планы, лучшего эксперта в сфере прокрастинации вам не найти. Джули, как тебе с этим живется? Тебе нравится быть экспертом в такой необычной области? Ты знаешь, Джули, мне очень приятно, что ты меня пригласила на этот эфир. Каждый из нас немножечко Стими Джули в этом плане. Каждый из нас может проебать все, что угодно, любые сроки, любые планы, потому что есть какие-то другие очень классные, очень важные вещи. Например, сдача диплома, результаты годичного отчета вашей компании. В общем, если можно что-нибудь проебать, мы можем проебать все, что угодно, кроме того, что мы физически, уж совсем не можем. И в этом фишка. Мы сами себе разрешаем этот коктейль из эмоций, немножечко дофамина, немножечко кортизола, все, чтобы сделать вкусный гормональный коктейль. Джулия, я так понимаю, что ты как-то с этим справляешься. Ты вот живешь с этим статусом постоянно, но ты можешь как-то с этим работать. Поделись, что ты делаешь, чтобы при этом быть эффективной и снимать видео, выгуливать детей в 100-500 кружков, работать, делать покупки и так далее. Что ты делаешь? В чем твой секрет? Юли, все элементарно. Есть маленькое правило: 20 минут. А 20 минут или 25 минут, как у кого хватит концентрации, это метод помодоро называется. Помодоро — это такая красная помидорка, таймер, который использовался в Европе очень часто и в Америке для выставления таймера на готовку. Поставил какую-нибудь курицу в печь, и 20 минут ты ее не трогаешь, не заглядываешь туда. Через 20 минут она тебе звенит. Вот эта вот помидорка, этот метод помодоро помогает мне во всем. 20 минут на любую херню и на любую важную вещь. Можно на важную вещь выделить 2 помидорки, 2 метода помодоро. Что же такая за ерунда, расскажу тебе, ничего сложного. Нет, ты берешь одну вещь, одну помидорку и кушаешь ее. Ты читаешь книжку, ты ничего другого не делаешь в этот момент, кроме как читаешь книжку. 20 минут ты себя выдавила из своего расписания на почитать книжку. Отключи все уведомления, все входящие звонки, телефон на беззвучный режим. Все, Юлечка, все и все нахуй, когда я читаю книжки. Мне это надо. Я учусь или я отдыхаю. И то, и другое важно. Так вот, Юль, 20 минут тебе нужно на то, чтобы начать делать важные вещи для себя. 20 минут тот, кто занимается йогой, качалкой, любыми упражнениями в день, 20 минут, он уже меньше болеет. 20 минут кто учится в день, лучше запоминает.
20 минут тот, кто убирает, уже у него не будет полного срача, потому что за 20 минут можно реально многие вещи сделать. 20 минут на то, чтобы приготовить еду. 20 минут на то, чтобы пообщаться с любимой подругой. 20 минут на то, чтобы поработать важную работу. За 8 часов рабочего дня можно несколько помидорок себе сделать важных вещей. Допустим, 20 минут написать важный имейл. Сделала паузу, остановилась. Стими Джули, как ты умудряешься за 20 минут сделать важные вещи? Смотри, Юль, если эта вещь важная и меня драйвит, первые 20 минут это будет просто начало. А потом дальше войду в такой раз, что меня вообще сложно остановить. Если что-то мне не нравится делать больше 20 минут, понятное дело, 20 минут съела свою жабу. Мы на работе это называем среда, день жабы. 20 минут мы начинаем свой день с жабы. Съедаем самое неприятное, что у нас есть на сегодняшний день. Моя жаба в среду меня ждет. Итак, начало среды – это жаба. Но вообще каждый день может начинаться с жабы. А потом ты такой класснючий. Я сделал самую неприятную часть этого дня. Я сделала работу, которую я терпеть не могу. Я могу себя чем-то наградить. Чашечка кофе, позвонить подружке, сделать перерыв, выйти, не знаю, я не курю, но выйти на сигарету, no matter. Вообще не важно, чем ты себя наградишь. Я себя награждаю своими маленькими способами. Не расскажу. Но смысл в том, что 20 минут достаточно для того, чтобы начать что-то делать важное. И сконцентрироваться на 20 минут намного проще, чем на 2 часа ебашить какую-то непонятную фигню. На 20 минут можно сосредоточиться, и даже если ты не понимаешь, для чего это нахуй тебе сдалось, ты все равно можешь сконцентрироваться на 20 минут. Если тебе нужно сконцентрироваться на 2 часа, и тебе очень не хочется этого делать вообще, сука, вообще не хочется, это не сработает. Задай себе вопрос, нахуй тебе это сдалось? Может, это вообще не твоя задача? Джули, сколько раз тебя лично нагинали для того, чтобы сделать миллионы и миллиарды непонятных заданий для кого-то, но не для себя важных. Для меня это не важно. Если это важно, я иду и делаю. Ем эту жабу или мою посуду, потому что у меня заведутся тараканы, если этого делать не буду. Но вариантов масса. Почему вообще возникает прокрастинация? Ты понимаешь это? Джули, ты хочешь сказать, что типы прокрастинации тоже бывают разные? Я правильно тебя понимаю? Сегодня я не хочу делать что-то, потому что у меня нет настроения, потому что ретроградный Меркурий, потому что I don't know what the fuck. Я не хочу этого делать, и точка. Но мне надо это сделать, мне за это деньги платят. И вот на 20 минут собраться в этом режиме надо? Вполне реально. Все, просто взяла я свою помидорку, закрутила, поставила 20 минут, отключила все гаджеты перед этим, и 20 минут все пошли в жопу. Я делаю очень важную штуку. Иногда эта важная штука, я сплю. Вот все пошли с ровными рядами, строем, нахуй. Ой, извини. Смысл в том, что бывает и другой тип прокрастинации. Это до хрена всяких задач, какие-то важные, какие-то не очень важные, которые отвлекают меня от моей большой цели.
например, собраться и записать это видео, у меня заняло 4 дня. 4 дня для того, чтобы записать 20-минутное видео. Это моя задача, это мое внутреннее желание. И так весь мир сговорился для того, чтобы отвлечь меня от моей цели. Сюда, давай пойдем сюда, давай сделаем вот это, давай. Все в сад, дорогие товарищи. У меня есть цель на ближайшую неделю записать это видео. Других целей более важных нет. Я завожу свою помидорку, ставлю ее на воображаемый стол, потому что у меня она на телефоне установлена как программа, и начинаю 20-минутную съемку. Меня в этот момент никто не должен отвлекать, иначе ядерная бомба полетит прямо в этого человека. Но, естественно, это не случится, красной кнопки у меня нет, и единственный, кто отвечает за субординацию процесса, за исполнение процесса, это я сама. 20 минут меня никто не трогает. Итак, за 20 минут я собираюсь, вспоминаю, что у меня сценарий заготовленный, вот это есть, вот это есть, вот это есть, вот это. Все, я уже не отвлекаюсь, я в процессе. Монозадачная фигня, монорейс такой. Только цель, не вижу препятствий. Здесь кто-то отвлек, здесь кто-то отвлек. Много маленьких целей. Вот чьи это цели? Подумай. Это мои цели? Юля, это твои цели? Это всех угодно кого цели, только не мои. Так давай вернемся к настоящим своим целям, которые делают меня счастливой. И вот это вот ощущение от сделанности, от маленького кусочка, 20-минутное видео, которое сделает меня счастливой на целый день, я кайфую от этого. Я собралась, я сделала, я съела свою жабу, я на день охуенная. И все, кто считают, что я не охуенная, что я отложила все свои дела и сделала то, что важно для меня, так вот, все эти люди, идите в сад. Потому что для меня это важно. Собраться и 20 минут попиздеть о том, как можно собраться. Юля, я правильно понимаю, что правило 20 минут, оно универсально для любой хуйни, которую тебе нужно сделать? Да, Юля, ты абсолютно правильно подметила. Любая большая задача может разделиться, порезаться на 20-минутные промежутки. У кого-то это период больше, кто-то более прокачанный. Но те, кто смотрит ТикТок, дофаминовые наркоманы, сначала по 15 минут начните, это уже будет на 15 минут сконцентрироваться, для вас уже будет просто космос. Потому что ТикТок тупо убивает твой мозг. Ты получаешь дофаминчик каждые 15-30 секунд. Пуф, новая информация, пуф. И ты стираешься, ты как рыбка Дори. Ничего не помню, а ты кто? Так вот, чтобы себя узнавать в зеркале, первое, что ты сделаешь, это просто снесешь нафиг ТикТок. Ты понимаешь, что тебя заблокируют нахрен за такие разговоры, а? Окей, ты можешь оставить ТикТок чисто для того, чтобы смотреть мой канал. Тогда я согласна. Не переключай. Получается, что для того, чтобы осилить большую задачу, ты ее драгишь на кусочки. Это верно? Абсолютно верно. Когда у меня есть огромная задача, я это из старых своих наработок называю слоном. Так вот, слона за один раз не съешь. Для того, чтобы съесть слона, тебе нужно отрезать хвостик, хобот, уши, ноги, еще чего-то. То есть хорошенько его почекрыжить. Раздели своего большого слона на маленькие задачи, понятные, которые можно осилить за 20 минут. Если ты не умеешь это делать сама, пойди спроси Perplexity. ChatGPT реально это
молоток, есть еще микроскоп, телескоп, да есть разные другие инструменты. В конце концов, Perplexity — это моя, я ее Лепси называю, это моя лапушка. Если у меня есть большая задача, я говорю: Лекси, пожалуйста, у меня есть вот этот вот слон, ты можешь разделить его на логичные части по 20 минут? И бубочка, она все делает за меня и может мне даже по дням расписать, что, когда я делаю. Вообще красава. Я пробовала это делать раньше, бить на маленькие разделы, на маленькие части задачи. Мне что-то не получалось. В чем секрет? Почему твоя система сейчас работает, а год назад она вообще нифига не работала? Я же это помню. Юль, все элементарно. Ты забыла награду. После каждого 20-минутного куска информации или блока работы, кирпичика маленького, ты делаешь или паузу, или награду, даешь себе плюшку и говоришь: я это заслужила. После йоги потрясающий пример, вы все, кто практикует, знают. После 1,5 часов пиздячки в йоге у тебя есть 5-10 минут шавасаны. Заслуженные кайфушечки, когда ты отлетаешь вообще в космос. Ради этой шавасаны большинство девчонок вообще занимаются йогой, чтобы ты понимал. Так вот, у тебя после 1,5 часов такого актива есть заслуженных 10 минут суперактивного отдыха, когда ты просто отпускаешь все свои части тела, расползаешься, разлетаешься звездой в небо и отдыхаешь заслуженно, как ты хочешь. Например, после трудового дня, где ты наебашился 1,5-2 часа сессиями по кускам, ты разбил эту большую задачу на сессии рабочие с перекурами, ты приходишь домой, и у тебя гора посуды, одежда, разложить, развесить, привести в порядок. И ты такой: бля, твою мать. Я ж домой типа пришел отдохнуть, а у меня тут еще кусок работы. И ты не можешь после одной работы взять и впрячься в другую работу, потому что это сломает тебя, и ты просто на завтра не захочешь ни работу, ни домой вернуться. Вариант: дай себе 20 минут заслуженного отдыха. Какого ты лично хочешь? 20 минут книжечку почитать, полистать тупо фейсбучек, тикточек и так далее. То есть можно его не сносить нахер, а оставить себе кусочки слоты по времени. Но почувствовать кайфушку заслуженного отдыха. А если я была супер-мега красавой за эту неделю, если я съела большого слона за неделю, я должна себя как-то наградить. Я пойду на кизомбу, я пойду танцевать, я буду танцевать до 5 часов утра, и ни одна падла не может сказать мне, что это не заслуженно, потому что я отъебашила всю неделю. И я хочу, чтобы мой отдых был такой же эффектный, насыщенный, как и моя работа. Поэтому меня ждут очень продуктивные эти выходные. И я не отдыхаю лежа на диване в расслабленном состоянии. Это для меня ад. Я должна залезть на гору, застрелить какого-нибудь зайца, пойти 20-25 километров пешком, неважно в какую сторону. Вот это для меня отдых. А все остальное, это для жирных мальчиков на диванчике. Я не критикую жирных мальчиков, они имеют право на существование. Юлия, я правильно понимаю, что чтобы залететь тебе в состояние вот этого вот помидорки, тебе вообще не нужны предварительные ласки. Ты прям просто берешь свою помидорку, выставляешь 20 минут и начинаешь ебашить. Это так? Ох, ты классно подметила. Да, дорогая, это именно так. Ты не тянешь ее, не жуешь резину, я сейчас начну работать.
не делаешь себе 10 раз кофе перед тем, как что-то начать. Нет, ты просто берешь помидорку, выставляешь ее, вдохнула, выдохнула и понеслась в мир делать то, что ты должна сделать. Неважно, очень хочешь ты это, не хочешь этого, или вообще это не твоя цель. В данном случае мы не обсуждаем, твоя это цель или не твоя. Вариант. Если ты очень чего-то не хочешь делать, это не нужно делать тебе. Это не твоя задача. Тебе ее кто-то придумал, кто-то навязал, и этот кто-то может жить в твоей голове. Не вопрос. Это может быть твоя умершая мама, твоя... У меня есть внутренний критик, потрясающий персонаж вообще. Она живет в моей голове, она диктует мне, что делать, а что не делать. И я лишь иногда замечаю, такая, о, прикольно, это я себе сказала, что я должна это делать? Или это мой внутренний критик сказал, что я это должна делать? Вот если ты это не я, то ты можешь этого не делать. Просто пойми, что тебе с этого будет. Вот сделаю я эту задачу. Что я с этого получу? Какой мне профит? Бабки, внимание, любовь. Буду избегать наказания. Это какая-то дурацкая мотивация. Я не получу пиздюлей, если я этого не сделаю. Ну, я обычно вообще такие задачи с форматом не получить пиздюлей просто откладываю в сторону. Скорее всего, это вообще не моя тема. А есть еще какой-то способ быстро, классно залететь в состояние продуктивности и перестать быть с Тимми Джули полгода назад? Юль, конечно, есть способ быстро, классно начать действовать. Это когда ты хочешь это сделать. Когда у меня есть кусок вкусной книжки недочитанной, мне не нужно выставлять помидорку для того, чтобы начать ее делать или читать. Это кусок вкусной информации. Это может быть информация о мозге, о том, как наша психика работает, как настроить себя на продуктивность. Мне это по приколу, мне это нравится. Я это читаю с удовольствием. Мне не надо заставлять это делать. Если есть кусок работы, который ты можешь украсить бантиками, чтобы он был для тебя приятным, например, уборка. Терпеть не могу уборку, это жесть просто. Для меня этот хаос, я лучше кину туда бомбу, пусть она взорвется к ебеням собачьим, но я не буду в этом принимать участие, мне не нравится. Я могу заплатить за это кому-то, прекрасная идея. Если тебе что-то очень нравится делать, купи чужое время и не морочь себе ладно. Ну и яйца. Если ты мальчик, можешь такое сделать. Купи чужое время, купи чужую экспертность. Тебе что, падлу кому-то заплатить за хороший сервис? Пусть это будет помыть посуду. Ну, ты ж, в конце концов, ты не идешь делать себе стрижку сам по себе, потому что ты считаешь, что это экономия денег. Ты можешь постричься сам, но эффект-то тебе не нравится. Вот, поэтому ты идешь к парикмахеру. Почему ты не можешь сделать все остальное по тому же самому принципу? Я не люблю убирать, я могу заплатить, чтобы пришли и убрали. Человек получит денег, он себя так оценивает на 12 евро в час, это его половые трудности. Я делаю его счастливым своими деньгами. Это здорово? Это здорово. Я экономлю себе время? Отлично. Я за 12 евро не могу купить час своей жизни. Пойми это. И вот когда я это приняла, что я могу просто купить чужое время, когда у меня чего-то не срастается, вообще жизнь стала намного класснее, удобнее. Это лайфхак. К этому надо прийти. Ты стоишь дороже 12 евро в час.
А вот что ты за эти деньги делаешь, чтобы их заработать, это твой уже стиль. Может, ты делаешь массажи за 50 евро в час. Может, ты делаешь охуенный минет за 100 евро в час. Нет никакой зазорной работы. Ты можешь продавать свое время дорого, ты можешь продавать свое время дешево. Ты можешь его продавать оптом, ты можешь его продавать точечно. Твоя жизнь, как хочешь, так и распоряжайся. Пойми просто, что каждые 20 минут своего времени личного, ты их не можешь купить. Поэтому пойми, я тебе только что подарила 20 минут своего времени, своего опыта. Не просри их. У тебя есть 20 минут для того, чтобы начать действовать и есть своего слона. Начать отдыхать, начать радоваться жизни, начать учиться. 20 минут, step by step, кусочек за кусочком, кирпичик за кирпичиком. Как хочешь, так и называй. Правило 20 минут универсально. За 20 минут твоя жизнь изменится. Она не изменится за один день. Она не изменится даже за неделю. А вот через месяц расскажи мне, каких результатов ты добился, ты добилась за этот месяц с правилом 20 минут. Я очень хочу тебя услышать. Спасибо. И прощай, это была Стими Джули, я никогда тебя больше не увижу, потому что я кану в лету, и по ленте я уйду, и ты меня никогда не вспомнишь, если не подписался на колокольчик. Да, спасибо, Стими Джули. Великий прокрастинатор живет в каждом из нас, но у самых эффективных людей есть просто правило 20 минут, и я не отвлекаюсь от своей задачи. 20 минут длилось наше видео. Надеюсь, ты не отвлекался. Пока-пока.